Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале замечательная лодка, хорошо известная в мире и представленная в журнале «Лучшие парусники мира» Ференса Матье. Речь идет о Pacific Seacraft Krylok 44. Год начала выпуска 1990. Верфь Pacific Seacraft расположена в городе Вашингтон в Северной Каролине. К сожалению, мне не удалось пока найти историю раннего периода верфи. Тем не менее, первая известная выпущенная лодка – это Dana 24, спроектированная Уильямом Крилоком. Впервые построена в 1974 году. В 1976 году верфь выпустила Pacific Seacraft 25 Mark I. Эта лодка выпускалась до 1981 года. С 1977 по 1999 год верфь выпускала Pacific Seacraft Pilot House 32. В 1979 году верфь начала выпускать еще три модели. Это Orion 27 Mark II, Krylok 34 и Krylok 37. 1980 год ознаменовался выпуском модели Pacific Seacraft 37. 1985 год и новая модель Pacific Seacraft 34. 1987 год верфь выпускает Pacific Seacraft 31. Этих лодок было построено 100 единиц. В 1990 году верфь начинает выпускать еще две модели. Это Pacific Seacraft 44 и модель нашего выпуска Krylok 44. В 1997 году появляются еще две модели. Это Pacific Seacraft 40 и Pacific Seacraft Pilot House 40. Дизайн всех лодок сделал Уильям Крилок, за исключением Pacific Seacraft 25 Mark I и Orion 27 Mark II, дизайн которых сделал Генри Моршлат. В 2007 году собственниками верфи Pacific Seacraft стали Стивен Броди и его отец Рэй Броди III. Были сохранены активы компании и значительная часть сотрудников. Далее я привожу слова Стивена Броди. Будьте уверены, что этот любимый бренд находится в умелых и страстных руках. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы имя Pacific Seacraft продолжало олицетворять высокое качество изготовления. Несмотря на то, что Pacific Seacraft не намерен останавливаться на достигнутом в отношении новых технологий, мы намерены сохранить основные ценности, которыми Pacific Seacraft по-прежнему пользуется сегодня. В будущем Pacific Seacraft будет уделять основное внимание строительству ограниченного числа красивых традиционных Blue Water Cruisers. Яхты Pacific Seacraft Yachts построены для мореплавания. А основы дизайна остались прежними, потому что требования морей не изменились. С величайшим трепетом я размышляю о том, что каждая лодка, покидающая наш объект, олицетворяет чьи-то мечты о свободе и приключениях. Я сделаю все возможное, чтобы по мере нашего продвижения вперед Pacific Seacraft делал все, что в его силах, чтобы воплотить эти мечты в жизнь, превзойдя все ожидания. Качество по-прежнему будет приоритетом номер один. И я заверяю вас, что ни одно судно не покинет этот объект, если оно не соответствует моим личным строгим стандартам и стандартам опытной команды управления производством. Нас постоянно засыпают поставщиками, инженерами и консультантами, которые советуют нам следовать основным тенденциям, чтобы увеличить нашу долю на рынке, срезать углы, чтобы сэкономить деньги. Эти петиции и впредь останутся без внимания. Pacific Seacraft никогда не станет лодкой для масс, но для избранных, которые все еще ценят красоту дизайна в сочетании с безопасностью и стабильностью на море прежде всего. Какая простая, очевидная, мудрая мысль. Основы дизайна остались прежними, потому что требования морей не изменились. И с этим нельзя не согласиться, потому что это именно так. Современные широкие корпуса появляются, потому что изменяются требования покупателей, но не морей. И зачастую эти требования противоречат друг другу. А верфь Pacific Seacraft продолжает свою работу и сегодня. Сайт верфи Pacific Seacraft весьма приятен, красиво оформлен и одновременно очень лаконичен.
Старейшим дилером Pacific Seacraft является Seacraft Yacht Sales, который продает яхты Pacific Seacraft уже более 35 лет. А мы возвращаемся к нашей лодке. И как обычно, напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Pacific Seacraft Krillac 44. Первая яхта была выпущена в 1990 году. Материал корпуса и палубы GRP. Палуба имеет противоскользящее покрытие. Sea-класс A Ocean. Тип оснастки Cutter. Фин-кил плюс перо руля со скегом. Бросилось в глаза то, что вал гребного винта выходит из корпуса практически горизонтально. Корма скругленная, но кокпит выглядит достаточно большим. Носовое подруливающее устройство отсутствует. Внутренняя отделка из натурального дерева. Дизель Янмар 50 лошадиных сил. Емкости. Объем бака для воды 400 литров. Объем топливного бака также 400 литров. Холдинг танк 56 литров. Цена на сайтах продавцов. Лодка 2021 года выпуска 720 тысяч американских долларов. За лодку 1993 года выпуска просят 215 тысяч американских долларов. Итак, длина корпуса по палубе 44,8 фута. Длина корпуса по КВЛ 33,58 фута. Ширина корпуса максимальная 12,67 фута. Осадка 6,25 фута. Водоизмещение 27 500 фунтов. Площадь парусности 976 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Krillac 44 значение фактора энерговооруженности равно 17,21. Это чуть-чуть больше, чем у эталона. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 324,22 соответствует эталону. Это плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Полученный опытным путем, показатель отдает предпочтение тяжелым лодкам с несколько свешивающимися и узкими бортами. Все эти факторы смягчают реакцию судна на удары волн. Эта философия проектирования противоречит многим современным крейсерско-гоночным проектам, но она основана на огромном количестве данных, полученных в условиях океана, а не на веяниях моды. Для Krillac 44 значение равно 39,33 и попадает в диапазон эталона. Это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,62. Это даже лучше, чем у эталона. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 38 соответствует эталону. Добавим плюс к условному комфорту. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса.
Для Krylok 44 значение равно 3,48. Значение соответствует эталону. Корпус умеренно стройный. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности из расчета 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 7,77, что превышает значение идеального круизера, плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Krylok 44 значение равно 1,08. Это соответствует значению эталона. И это тоже плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 1 555 850,5 фунта на фут в квадрате. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем устойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. Период бортовой качки можно не только рассчитать, но и легко определить на практике. Нужно просто взяться за ванты и начать раскачивать лодку, пока крен достигнет нескольких градусов. Затем посчитывается количество полных циклов колебаний за период времени в секундах. Время эксперимента делим затем на количество циклов бортовой качки и получаем искомое значение. В нашем случае период равен 4,45 секунды. Значение практически соответствует эталону. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,15 соответствует эталону и говорит о том, что лодка остойчивая, плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Krylok 44 значение ускорения бортовой качки равно 0,05 G. Это отличное значение. Подведем итог по Krylok 44. Ну что же, друзья, уже стало складываться впечатление, что только Halberg Красси умеет делать идеальные круизеры. Но это не так. В нашем рейтинге появился еще один идеальный круизер, и это Pacific Seacraft Krylok 44. Рейтинг по набранным баллам 9,87. То, что мы видим на индикаторах, не требует каких-то пояснений. Все в зеленой зоне, за исключением скорости корпуса, которая больше эталонного значения. Но это скорее достоинство, а не недостаток. Можно с уверенностью утверждать, что эта лодка предназначена для кругосветных путешествий и длительных круизов. В завершении хочу привести цитату с сайта верфи. Мы считаем, что лодка не должна просто доставить вас в следующий порт захода. Само путешествие должно стать одним из настоящих удовольствий круиза. В рейтинге «Идеальный круизер» Krylok 44 занимает второе место, уступив лидеру всего-навсего 0,02 доли балла. И это великолепный результат, основанный на многолетнем опыте путешествий по всему миру и таланту Уильяма Крилока. Итак, на первой странице рейтинга. Первое место Halberg Красси 42F Mark II. Второе место Pacific Seacraft Krylok 44. Третье место Island Packet 40, четвертое место Trintella 4, пятое место Sirius 40 DS Twin Kill, шестое место Cherubini 44 Catch, седьмое место Nauticat 40, восьмое место Trintella 57A, девятое место Amel Super Maramu 2000, десятое место шхуна Cherubini 48. На второй странице Halberg Красси 40C, 12 место Garcia Exploration 45, 13 место
Moody Dexalon 41, 14 место Bavaria 42, 15 место Trintella 5, 16 место CNC 35 Mark 1 и 17 место Nordhaven 56 MS. Напомню, что этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Я искренне убежден, что нет плохих лодок. Все люди разные, с разными взглядами на жизнь и на вещи, и то, что хорошо для одного, совершенно не подходит для другого. Огромное же количество разных лодок – это шанс найти ту, что вам по душе. И я с удивлением обнаружил, что знаю известных производителей лодок гораздо больше, чем известных производителей автомобилей. И их действительно больше. Это является причиной огромного разнообразия яхт. Надеюсь на то, что канал «Идеальный круизер» поможет нам лучше ориентироваться в мире яхт. И если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале «Идеальный круизер».